Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я вам хочу показать, как просто в домашних условиях приготовить просто шикарное повидло из тыквы с яблоками. Итак, смотрим. Вот я уже начистил яблоки и тыкву. Яблоки я беру кисло-сладкие сорта. Очистил я их от семян и от кожуры обязательно. Тыкву я почистил от кожуры, нарезал на небольшие кусочки и буду это все перекручивать на мясорубке. Как видите, я приготовил апельсин. С апельсина я сниму цедру и с помощью вон того гаджета выжму из него сок. Апельсин у меня 250 грамм, яблок 1 килограмм уже очищенных и очищенной тыквы у меня здесь 1,5 килограмма. Объясню вам по яблокам в этом рецепте. Если вы берете кисло-сладкие или кислые сорта, то используйте апельсин. Если берете сорта яблок сладкие, то используйте лучше лимон. Все я перекрутил через мясорубку, использовал я мелкую решетку. Здесь у меня тыква, яблоки, цедру апельсина я тоже пропустил через мясорубку и добавил сюда сок от апельсина. Теперь я добавил 1 килограмм сахара. Сейчас я все хорошенько перемешиваю и отправляю на плиту и на среднем огне доведу до кипения. Повидло у меня закипело. Огонь я делаю минимальный и продолжаем варить. Расскажу вам несколько нюансов. Первые 15 минут я накрою крышкой, чтобы тыква и яблоки дали хорошо свой сок. Потом крышку открою, так как яблоки и тыква у меня сочные, чтобы немножко влага испарилась. Прошло у меня ровно полчаса, и теперь я добавляю сюда еще 500 грамм сахара. Сейчас я все это перемешаю и продолжим варить повидло. Это делается для того, чтобы у нас повидло в самом начале не было сильно густым и не пригорело. Это первое. Во-вторых, я когда открывал крышку, выпаривал лишнюю влагу, чтобы у нас повидло сильно не булькало. Прошло у меня 10 минут, и теперь с помощью погружного блендера я превращаю все в однородную массу. Огонь при этом обязательно выключите, иначе будет булькать очень сильно и можете обжечься. И теперь все хорошенько измельчаем. После того, как мы измельчили повидло, снова зажигаем огонь и на медленном огне провариваем еще 5 минут. Как видите, как сильно булькает. Поэтому держим все под закрытой крышкой. Общее время на приготовление повидла у меня ушло 45 минут. И теперь заполняем этим очень ароматным и вкусным повидлом наши банки, которые я предварительно помыл с хозяйственным мылом. Обязательно их простерилизовал и крышки, а посуду, которой я пользуюсь, обдаю кипятком. Заполняем банки до самого верха, накрываем крышками, закатываем и переворачиваем на крышки и оставляем при комнатной температуре полностью остыть. А потом убираем в погреб, зимой достаем, и вкуснота у нас на столе. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Всем пока-пока.